Друзья, приветствую вас на канале, посвященном погоде рынка недвижимости. Сегодня мы с вами будем подводить итоги прошедшего уже апреля месяца и будем говорить о в республике Кипр, будем говорить о целой провинции, провинция Никосия, куда входят, по-моему, порядка 5 крупных городов, муниципалитетов. По порядку с цифрами расскажу, покажу, что произошло с недвижимостью целой провинции Никосия на протяжении одного месяца сравнения, то есть это будут у нас колебательные процессы отслеживаться, будем сравнивать март с апрелем. Ну и традиционно в конце видео будем говорить о тенденциях длиной в один год, будем сравнивать апрель 2026 года с апрелем 2025 года. Друзья, также подводя итоги с цифрами, конечно, сделаем предположения или точнее прогнозы, что будет происходить с недвижимостью. Ну, наверное, до конца третьего квартала 2026 года именно в провинции Никосия. И также я вас, друзья, ознакомлю с основными макроэкономическими показателями, которые характеризуют развитие экономики Республики Кипр. То есть это официальные данные, которые были Минстатом, да, это так называется, Кипра, опубликованные буквально недавно, 15 мая. Я ждал этого отчета и вот собрал все это, так сказать, до кучи и покажу вам, как в принципе влияют макроэкономические показатели на рынок недвижимости. А рынок недвижимости, друзья, вы помните, он характеризуется такими показателями, как стоимостные показатели, то есть это стоимость квадратного метра, еще индексы, я считаю, рынка недвижимости, это тоже макроэкономический показатель. И вот как это все, в общем-то, очень сильно связано. Друзья, смотрим подготовленный мною материал через призму времени и цифр, как я люблю говорить, будем совместно с вами, что правильно разбираться с процессами, которые я наблюдал на рынке жилой недвижимости провинции Никосия. Итак, друзья, традиционно перед вами карта острова Кипр, который, как вы видите, разделен на две части. Поговорим о административно-территориальном делении острова. Он разделен на две части, всего 6 провинций. Сегодня мы, ну, повторюсь, северная часть острова – это живут турки-киприоты, а южная часть острова живут греки-киприоты. Итак, мы видим, что в южную часть, я делаю обзоры только по южной части, а то мне кто-то там уже писал, что это неправильно, что там ай-яй-яй. Друзья, невнимательно слушайте информацию. Итак, в южную часть, в южную часть острова Кипр входит провинция Никосия, провинция значит, Ларнака, Лимассол и Пафос. Сегодня мы говорим о провинции Никосия. Она вот самая большая по территории, видим такое серое, да, пятно, такое огромная территория, ну, по меркам этого самого острова Кипр. И напомню вам, что столица Кипра, Никосия разделена на две части. То есть это, наверное, единственная столица, которая разделена на две части. То есть это турецкая часть, там, где турки, киприоты живут, и, естественно, южная часть, которая относится к грекам, киприотам. Итак, друзья, переходим уже к тому, из каких городов, муниципалитетов состоит сама провинция Никосия. То есть это, опять же, административно-территориальное деление. Итак, мы видим, что провинция Никосия состоит из муниципалитета Никосия, ну, это столица, в общем-то, Кипра, Южного Кипра. Дальше у нас идет муниципалитет Агиус Дометиус, следующий муниципалитет Страволос, и также мы видим три муниципалитета, которые, значит, Локотомия, Лация и Дали. Итого раз, два, три, четыре, пять, шесть. Я сказал пять, шесть крупных городов, муниципалитетов. На самом деле они на карте вот так здесь отмечены.
Но помимо всего этого еще есть агломерации из населенных пунктов, деревень небольших, да, которые так или иначе административно соединены к тому или иному городу, муниципалитету. Сейчас мы говорим о основных городах муниципалитетов, которые сосредоточены на северо-восточной части острова. Вот здесь пятнышками они все отмечены. Вы это видите. А сама, так сказать, провинция, она огромная, и это по территории самая большая провинция острова Кипр. Следующий, друзья, слайд. Уже переходим к рынку недвижимости. Будем говорить о рынке недвижимости в разрезе классификации. То есть очень быстро посвящу вас в классификацию. Класс А и Б. В дальнейшем я буду называть это новое жилье. Это недвижимость, которая построена из новых энергоэффективных, сберегающих тепло материалов. Как правило, это новые жилищные комплексы, которые строятся и строились. Поэтому, так сказать, это жилье дороже процентов на 10, на 20, где-то в разных муниципалитетах по-разному. Ну и старое жилье, это С, Д, Е, Ф, вот здесь видим, да, это старое жилье, которое было построено, в общем-то, как гласит молва компаний-застройщиков, из материалов, которые не сберегают тепло. Соответственно, зимой здесь холодно, а летом жарко. Ну, я вот живу, кстати, в доме класса С, да, ну вот честно, уже зиму перезимовал, зимой не замерз, и летом сейчас, в принципе, 25 градусов на улице, но я не включаю кондиционеры, то есть вполне комфортно построен дом, и именно дом, не квартира, а дом. Поэтому, друзья, ну напишите, может кто-то что-то еще добавит по поводу классификации. Итак, начинаем с нового жилья, помним, да, буду называть условно это новое жилье. Что произошло? Период сравнения у нас. Смотрим вот здесь внизу табличка, к ней тоже будем обращаться. Как на карту, так и на табличку смотрите. Значит, начиная с карты, мы видим, что новое жилье подешевело за месяц, период сравнения март с апрелем, на 0,17%. Средняя стоимость квадратного метра составила 2965 евро. Друзья, посмотрите вот по локациям, как много локаций, которые отслеживаю я с помощью программного продукта Olymp News. То есть вот там, где есть объявление, все это фиксируется и выкладывается в такие стройные финансовые часовые ряды строю. Ну, вы это вот на примере видите данной таблички, да. И внизу вот это среднее арифметическое число, которое, как считать, вы знаете, показывает, что стоимость квадратного метра нового жилья составляет в именно муниципалитете Никосия 1924 евро, что показало снижение за месяц минус 0,17%. Это вы можете посмотреть красной строкой внизу прописано в табличке. Следующий, друзья, слайд. Мы поговорим уже о длительных процессах длиною в 1 год. Также это у нас муниципалитет Никосия. И что, друзья, мы видим? Период сравнения у нас уже, естественно, апрель 2025 год. Сравниваем с апрелем 2026 года. На графике рисунки мы видим, что в апреле 2025 года недвижимость новое жилье, вот это, да, была 2881 евро стоимость квадратного метра. И спустя год, в апреле 2026 года, это 2965 евро, что показало, друзья, динамику роста плюс 2,93%. Ну, почти 3% за год. То есть вполне себе адекватно ведет рынок недвижимости провинции Никосия. Но вот дальше будет интересно, друзья. Я, в общем-то, сам буду задавать себе вопросы, наверное, на них отвечать, как ни странно это будет выглядеть, но для того, чтобы у вас картинка в голове сложилась, а что же все-таки происходит с недвижимостью. Итак, зафиксировали новое жилье, за год показало динамику роста плюс 3%, ну практически округлили большую сторону. Теперь муниципалитет Никосия, только старое уже жилье. Видим здесь период сравнения март с апрелем 2026 года. Здесь также снижение минус 0,26%. И стоимость уже, друзья, смотрим на карту, 1924 евро за квадратный метр. Ну,
на 1000 евро разница, то есть на 1 минуту, подумайте. Ничего себе, а я говорил там 10, где-то 20%. Видите, а тут на 1000 евро даже разница. Поэтому именно говорить о рынке недвижимости просто в целом о жилой недвижимости это некорректно. Я взял классификацию, тем более объявления в таких ведущих газетах, интернет-порталах, как Базараки, они дают именно по классам, что произошло с тем или иным классом. Но они дают на сегодня на сегодня. Понятно, что это я обрабатываю сам и все это делаю, так сказать, самостоятельно. Итак, друзья, переходим к следующему слайду. Здесь мы посмотрим, что произошло. Провинция, не провинция, а город, муниципалитет Никосия, старое жилье на протяжении 1 года. В апреле 2025 года стоимость данного класса жилья была 1849. И уже в апреле 2026 года 1924 евро за квадратный метр, что показало динамику в годовом роста 4%. Помните, новое жилье на 3,5%, да, или сейчас вернемся, не 3,5%, а 3%, а вот старое жилье 4%, видите, стоимость поднялась за год. Итак, друзья, это тоже вполне, как оно называется, логично себя ведет рынок недвижимости. Почему логично? Правильно, я буду вам показывать макроэкономические показатели, которые были опубликованы службой статистики Кипра, и вы это сами все поймете. Ну и, конечно же, еще поясню. Следующий слайд посвящен муниципалитету Агиос Дометиус. Видим, что здесь уже в выборку попали и новое, и старое жилье. Я это все совместил. Почему? Потому что небольшой рынок, поэтому, как бы, чтобы перестраховаться, я объединил в генеральную выборку все классы. Итак, мы видим за месяц снижение минус 0,33%. Стоимость квадратного метра видим 2243 евро, что показало за месяц, вниз смотрим, снижение минус 0,33%. Ну, то есть период сравнения, вы видите, это март-апрель месяц. Давайте посмотрим, что произошло за год в данном городе-муниципалитете. Вот такая интересная график-рисунок. Апрель 2025 года. 2167 евро стоимость квадратного метра. И апрель 2026 года 2243 евро стоимость квадратного метра, что динамика роста за год показала нам плюс 3,48%. То есть вполне адекватно в течение года себя ведет рынок жилой недвижимости данных классов. Следующий слайд, друзья, посвящен городу, муниципалитету Страволос. Ну, надеюсь, вы не устали, да? Я много цифр называю, возможно, много названий, но я также надеюсь, что меня смотрят люди, которые живут на Кипре. Для них это достаточно интересный материал, особенно тот, кто хочет продать или купить недвижимость. То есть это ориентир, как я говорю, в каменных джунглях рынка недвижимости острова Кипр. Итак, мы видим, что муниципалитет Страволос также показал динамику снижения минус 0,20% за 1 месяц. Вот заметьте, уже это третий город-муниципалитет, который в колебательных процессах длиной 1 месяц показывает отрицательную динамику. В прошлом году, друзья, по всей провинции Никосия мы видели месяц от месяца динамику роста. Сейчас что-то происходит, наверное, но потом мы с вами разберемся, что происходит. Итак, в абсолютных цифрах это 1982 евро, что показало нам, еще раз повторюсь, снижение минус 0,20% за месяц. Давайте посмотрим, что с данным муниципалитетом произошло в течение года. В течение года тоже видим вот такую интересную картинку. Значит, апрель 2025 года 1903 евро за квадратный метр. Потом динамика роста видим, да. И вот последние, друзья, внимание, 2 квартала, ну это еще не квартал второй, да, то есть, но 4 месяца уже. Первый квартал полностью прошел, да, и апрель, это первый месяц второго квартала. Мы видим, что, друзья, начинающиеся, возможно, тренды, то есть на протяжении данного периода мы видим снижение стоимости квадратного метра, незначительное. А в целом, если посчитать вот здесь реперные точки, ну, видим 1903 евро и 1982, внизу видим подытоживающие данные
на 4,14% в годовом измерении, друзья, что правильно подорожала недвижимость. То есть в измерении месяц к месяцу мы говорим о колебательных процессах. Видим динамику снижения уже на протяжении, так сказать, почти второго квартала. Да, первый полностью прошел, второй. А вот, друзья, в длительных процессах еще остается положительная динамика роста 4%. Смотрим следующий город-муниципалитет, это Локотомия. Также заметьте, четвертый город, да, уже снижение минус 0,24%. Сравниваем март с апрелем. Средняя стоимость квадратного метра, здесь также в выборку попали у нас все классы, 2064 евро за квадратный метр. Ну, динамика снижения, видим, также присутствует за месяц. Давайте посмотрим, что произошло с данным городом-муниципалитетом в течение одного года. Вот заметьте, напомню вам, наука занимается, друзья, чем? Правильно, явлениями, которые повторяются во времени. Потом эти явления анализируются, закономерности находятся и строится гипотеза. Я занимаюсь наукой, применяю, естественно, научную методологию, то есть метод статистического анализа позволяет мне увидеть начинающиеся тренды, но пока я только думаю, что это начинающиеся тренды. Весь 2025 год рост, и с начала года мы видим в муниципалитете Локотомия, как и в остальных 4 муниципалитетах, о которых мы уже проговорили, снижение стоимости. В годовом же измерении остается еще положительная динамика. Смотрим красным шрифтом. Это 2,19% в годовом измерении рост стоимости квадратного метра. Следующий, друзья, слайд. Латвия. Это город-муниципалитет. И видим, что период сравнения март-апрель снижение также присутствует. Пятый город-муниципалитет. Латвия показывает нам снижение минус 0,19% в течение одного месяца. Также мы видим среднюю стоимость 1983 евро за квадратный метр. Давайте посмотрим, что произошло за год с данным городом-муниципалитетом. Здесь мы видим, что, друзья, вот очень похожие графики, ну прям очень, как братья-близнецы. Весь 2025 год рост, и 2026 год, друзья, мы наблюдаем незначительное, но все-таки снижение стоимости квадратного метра. Давайте проговорю. Апрель 2025 год, 1949 евро стоимость квадратного метра. И уже в апреле 2026 года 1983 стоимость евро за квадратный, 1983 евро за квадратный метр. Что в годовом измерении, смотрим на красную строку, показала нам динамику положительную пока роста 1,74% за год. Ну и последний, шестой, друзья, у нас, так сказать, город-муниципалитет. Это, да, муниципалитет Дали, или Дали, я не знаю, как правильно, еще не разобрался. Видим, что отрицательная динамика снижения за месяц минус 0,11%. И стоимость квадратного метра, видим, 1814 евро за квадратный метр. В генеральную выборку попали, друзья, все классы, старое и новое жилье. Ну и что, смотрим, произошло с данным городом-муниципалитетом в течение года. А вот здесь, друзья, в течение года это единственный город-муниципалитет, который нам показывает отрицательную динамику снижения, то есть стоимости квадратного метра в годовом измерении минус 0,73%. Естественно, мы сравниваем, видим, апрель 2026 года с апрелем 2025 года. Итак, из 6 городов-муниципалитетов, которые мы с вами проговорили, один показывает отрицательную динамику. В остальных остается еще положительная динамика, где-то 4%, где-то 2%. В общем, повторяться не буду, вы это все уже видели. Ну и давайте, друзья, вот сейчас макроэкономические показатели, которые характеризуют развитие экономики острова Кипр, ну, южной части его.
Это открытые данные, опубликованы они 15 мая. Я как раз ждал вот этих данных для того, чтобы записать видео об острове Кипр, или точнее о недвижимости на острове Кипр. Итак, внутренний валовый продукт, друзья. Ну, это традиционно основной индикатор, который характеризует состояние экономики. То есть внутренний валовый продукт – это товары и услуги, которые были произведены экономикой Республики Кипр. То есть мы видим, что так, давайте я вам покажу. Это сравниваем первый квартал 2026 года с первым кварталом 2025 года. То есть внутренний валовый продукт составил 3% в годовом измерении, сравнивая, еще раз повторюсь, первый квартал 2026 года с первым кварталом 2025 года. Но, друзья, мы видим, что незначительное снижение внутреннего продукта на 6 единиц за позиции. То есть, если здесь было в 2025 году 3,6 валовый продукт, он тогда сравнивался с первым кварталом 2024 года, то сейчас это уже 3%. Самый низкий валовый продукт, который мы наблюдаем за последний, так сказать, год. Теперь смотрим, кто у нас был драйверами внутривалового продукта. Это, я специально для вас, так сказать, видите, выделил даже желтым. Это у нас оптовая торговля, ремонт автомобилей, дальше информационные технологии коммуникации, ну и, конечно же, традиционно финансы и страхование. То есть 3 отрасли, 4, если берем ремонт двигателей, ремонт автомобилей. 4 отрасли, которые, в общем-то, формируют или являются драйверами чего? Внутреннего валового оригинального продукта. При этом, друзья, по строительной отрасли вы здесь ничего не видите, правда, да? А я все-таки подвожу вас к тому, что мы же говорим о рынке недвижимости, так как рынок недвижимости является составляющей или сегментом экономики, да, то надо очень четко понимать процессы, которые происходят в экономике, и смело экстраполировать. Рынок недвижимости будет подвержен практически тем же самым процессам. Итак, запомнили, 3% у нас внутриваловый продукт роста. Дальше, друзья, вот здесь очень интересно. Я, так, чтобы на пальцах совсем было, инфляция, инфляционные процессы. Я не случайно вам говорю сначала о внутренневаловом продукте, то есть сколько было произведено, сейчас мы говорим в процентном соотношении, так проще просто, товаров и услуг за период, мы видели период, кстати, апрель месяц вот здесь, если вы, это квартал, я прошу прощения, это квартал, не апрель, а квартал. А вот здесь там дается информация за апрель месяц какая инфляция. Инфляция 2,8%, друзья. Что такое инфляция? Давайте я вам напомню. Многие не знают. То есть инфляция, начнем с того, что существует закон стоимости. И вот он гласит о следующем. Экономика любой страны работает адекватно, сбалансированно, когда количество выпущенных товаров и услуг, друзья, мы о ВВП говорили перед этим, 3%, да, соответствует выпущенным или напечатанным деньгам, назовем так. Там есть механизм М0, М1, то есть это не только фиатные деньги, это, в общем-то, и деньги, которые аккумулируют в целом экономика. Но вопрос сегодня, мы не будем это разбирать. То есть количество денег должно соответствовать выпущенным товарам и услугам. Тогда это все работает как часы швейцарские. Как только количество денег увеличивается по отношению к товарам и выпущенным и продуктам. Что происходит? Происходит девальвация денежной единицы, в данном случае мы говорим о евро, которая вызывает инфляционные процессы. То есть за обесцененные деньги все меньше и меньше можно купить товаров и услуг.
То есть мы констатируем факт, что инфляция 2,8, а ВВП 3. То есть все равно экономика показывает положительную динамику роста, незначительную, да, но практически вот эта инфляция догоняет уже внутренний валовый продукт. Это очень важно. Потом мы будем это еще раз вспоминать. Ну и третий показатель, который характеризует состояние экономики, это стоимость денег на внутреннем рынке, друзья, финансовых услуг. Вот здесь Центральный банк Кипра показывает и дает нам учетную ставку 2,15%. Друзья, кто не знает, что такое учетная ставка, напомним. Учетная ставка – это стоимость денег на внутреннем рынке финансовых услуг. То есть Центральный банк Кипра дает по 2,15% ставка рефинансирования коммерческим банкам, и уже коммерческие банки кредитуют физлица и кредитуют юрлица. То есть там больше, по-моему, 6% я не видел, то есть вот это их маржа, да. Понятно, за счет чего зарабатывают банки. Ну и подытоживающие данные, это уже данные, если первые графики относятся к службе статистики Кипра, то здесь Евростат уже дает нам такие же повторяющиеся данные. Основные операции рефинансирования, вот эта учетная ставка видим, 2,15%. Депозит, если вы открываете, ну, ложите свои кровно заработанные деньги на депозит, то вы будете получать пассивный доход 2% в годовом измерении. Ну, этот механизм маржинального кредитования, то есть он не столько интересен. И уровень инфляции. Вот здесь уровень инфляции в апреле, смотрите, да, я просто вот сравнил все-таки, насколько, ну, интересно всегда первоисточник смотрим. Вот видите, апрель, первоисточник, это у нас статистика острова Кипра, да, южной его части. 2,8 инфляция. А здесь мы видим, что, друзья? Инфляция 3%, то есть на секунду промахнулись, а это Евростат дает уже. Ну, возьмем 2,8, как оно отражено. Почему? Потому что ВВП чуть больше 3%, то есть вроде как экономика работает сбалансированная. Итак, друзья, переходим к следующим, значит, к следующим показателям рынка недвижимости. Здесь очень кратко подведем итоги, что произошло в течение года в целом по провинции. Я просто покажу вам вот эти красной чертой подытоживающие данные. В целом видим, городам, муниципалитетам, в целом по провинции. Это 2965 евро стоимость квадратного метра новое жилье. Сравниваем апрель с мартом, что показало динамику снижения минус 0,17%. А вот старое жилье, друзья, видите, отличается по стоимости 2002 евро в целом по провинции. Снижение минус 0,22% также за месяц. Следующий слайд, друзья, здесь мы увидим, что произошло, он самый интересный, за год с недвижимостью, как новая недвижимость, так и старая в целом по провинции. Очень быстро проговорим. В целом новое жилье, ну здесь у нас город-муниципалитет Никосия, только здесь ну, явно есть первичный рынок, да, это новое жилье. Видим, что 2965 евро, и в годовом измерении недвижимость выросла на 2,92%. Вспоминаем, друзья, я говорил, что это адекватное поведение рынка. Вспоминаем, что инфляцию, возвращаясь вот сюда, инфляция 2,8, видите, в годовом измерении. А за год ваша недвижимость, если вы ее приобретали год назад, предположим, подорожала на почти 3%. Да? То есть видим, что она не подешевела, ваша недвижимость, а незначительно еще есть прирост. То есть там 2, сколько еще раз, 2,8 инфляция, а здесь у вас рост 2,92%. А вот старое жилье, не новое жилье,
202 евро стоимость квадратного метра, за год подорожала всего лишь на 2,35%. То есть инфляция уже здесь, так сказать, больше, чем рост вашей стоимости, если она у вас находится в провинции Никосия, ну, по локациям можете посмотреть, да, то есть где-то вот в самой Никосии 4% старое жилье, но за счет того, что мы увидели Дали, город, муниципалитет показал отрицательную динамику, то в целом, в общем-то, по провинции 2,35%. То есть вот такая вот интересная история для того, чтобы вы могли понимать, выгодно, невыгодно вкладывать деньги в жилую недвижимость. Мы сейчас поговорим о аренде. То есть недвижимость может генерировать денежные потоки. Это еще называется в простонародье пассивный доход. Если ваш пассивный доход, если вы ложите, допустим, 10 тысяч евро, всего лишь 2%, всего лишь, да, то есть это, ну, смешно. Сколько там получается? 200 евро за год, да, то если вы, ну, за 10 тысяч понятно, что вы не купите квартиру, но если вы приобретете недвижимость и будете сдавать ее в аренду, то доходность ваша, вот этот пассивный доход будет значительно выше, и сейчас мы это разберем. Следующий слайд. Квартиры, сдаваемые в аренду, будем говорить о новом жилье. И, друзья, вот здесь у нас тревожный звоночек. Впервые, друзья, а я с 2019 года исследую рынок недвижимости острова Кипр. Мы видим, что доходность падает. То есть она не растет, она даже падает. В среднем в выборку попали 1, 2, 3, 4 спальные апартаменты. И, соответственно, это среднее такое число по, так сказать, по Никосии, в данном случае это город-муниципалитет, снижение на 3,90, то есть аренда снизилась за год, апрель 2026 с апреля 2025 на 3,90%. С учетом того, что, друзья, у нас инфляция 2,8, помните? То есть это, ну, прям совсем тревожный звоночек для недвижимости. Что произошло? Весь 2025 год видели рост, аренда росла. А, кстати, я вам скажу, что, ну, это мое наблюдение уже на протяжении многих лет, как по Украине, так и по Кипру. Первые реагируют на какие-то процессы негативные, и именно недвижимость. А негативные процессы в экономике – это замедление ВВП 3%. Помните, мы обговаривали это все. Увеличение инфляции, то есть обесценивание денег на 2,8. Ну вот это все и, скорее всего, причинно-следственной связью является. То есть недвижимость также показывает нам отрицательную динамику по пассивному доходу. Если говорим о недвижимости, которая старая у нас, видим, что это 928 евро. Это аренда, сюда вошли 1, 2, 3, 4 спальные апартаменты. Сравнивая, опять же, апрель 2026 с апрелем 2025 года, мы видим, что, друзья, здесь тоже динамика отрицательная, то есть снижение на 3,10%. То есть снижается ВВП до 3%, ну, по крайней мере, это данные свежие, которые я вам показал. Увеличивается инфляция до 2,8, да, и, друзья, мы наблюдаем, что что-то начинает происходить с недвижимостью. На самом деле, еще есть параметры, которые характеризуют состояние рынка недвижимости, но я их буду давать отдельным, наверное, экономическим блоком. То есть это в том числе количество выданных разрешений. Так вот, в 2025 году, друзья, официальная статистика, это опубликовали они 15 мая, было выдано на 80% больше разрешений на строительство, чем это было в 2024 году. То есть тут еще, ну, фактор, когда рынок перенасыщен жильем. То есть, похоже, он уже перенасыщен, а компании-застройщики, они же это не видят. То есть они в погоне за длинным рублем. Понятно, что получают новое разрешение на строительство, новое жилье,
создают, да, а потом сталкиваются с вопросом, а что делать с этим? То есть оно не продается. Ну, одно дело, если там частный инвестор, так сказать, построил целый комплекс, и он у него стоит на протяжении там какого-то времени, в любом случае он его или, ну, продаст квартиру, или будет сдавать в аренду, там найдет компанию, которая управлять будет его недвижимостью. Это одно дело. А когда вот строят, не понимая как бы ситуации на рынке, а смогут ли быть, так сказать, проданы данные квадратные метры, вот это здесь большая проблема. Поэтому, возможно, я всего лишь, так сказать, вспомнил эти цифры, да, что больше выдано в 2025 году было разрешение на строительство. То есть это, ну, тоже такой, мне так кажется, тревожный сигнал. И еще, друзья, давайте я вам покажу по индексам, кстати. Вот очень интересно. По индексам мы на протяжении многих лет, ну, я и компания Limb Consulting готовим для крупных украинских банков индексы рынка недвижимости. Это, вот давайте на примере старого жилья. Это макроэкономический показатель, который характеризует изменение стоимости во времени недвижимости. То есть он считается просто, если у вас есть статистика, делим вот это 2002 евро, ну просто число, да, на 1956, получаем рост в процентном соотношении 2,35%. Или вот этот индекс. Так вот, индекс за 2025 год кипрские служба статистики дает, он 6%, но они называют это индекс стоимости, они называют это ценовой индекс. Так вот, ценовой индекс 6% у них, а у меня 4%, я специально посмотрел. То есть вот так, чего себе, да, методология одна вроде бы, такое различие. Единственное, что они дают индекс в целом по недвижимости, без вот этого деления на классы, без, то есть все вот это в куче у них, вот это, возможно, именно поэтому, но это большая проблема, кстати, и в Украине такая же самая, что почему я работаю с банками, потому что им вот этот индикатор, индекс, да, который дает управление статистикой, он просто ни о чем. Почему? Ну, Евростат обязывает считать эти индексы недвижимости. Я когда-то был у истоков, в Украине еще жил, когда вот мы, так сказать, внедряли эту ситуацию с этими индексами. Ну, пошло все равно не так, как оно хотелось бы, но индексы я продолжаю считать, и многие банки интересуют именно, что происходит с недвижимостью, растет она или снижается в разрезе именно той недвижимостью, под которую они выдали финансовые свои средства. Поэтому видим, что в принципе очень близкая история. У меня индекс, значит, ну если в процентном отношении говорить, так проще давайте, выросла на 4% 2025 год в целом по, значит, Кипру, а это самое, у управление статистики Кипра на 6%. Ну вот такая вот история. Ладно, друзья, затянул я, явно затянул историю с, так сказать, объяснением вам, что произошло на рынке недвижимости. Очень специфичный материал, друзья. Итак, подводя итоги, я все-таки предполагаю, что до, ну, второй квартал это уже закончится быстро, а вот это третий квартал мы будем видеть также снижение стоимости квадратного метра по целой провинции, друзья. То есть вот это предполагаю, что тенденции. Почему предполагаю? Потому что строю гипотезу на основе макроэкономических показателей, которые, в общем-то, нам показывают, я уже не буду повторяться, в сравнении, да, с, так сказать, предыдущим годом, снижение как и ВВП, так и увеличение инфляционных процессов. Поэтому, друзья, предполагаю, что снижаться стоимость будет незначительно, может быть в районе там всего лишь 1% снизится. По факту, когда будем сравнивать, значит, сентябрь 2026 год с сентябрем 2025 года, динамика в целом будет по Никосии положительной, где-то 1,5%, наверное, ну, если в целом по провинции, может, чуть больше. Но вот такие тенденции, они намечаются, и это мое, так сказать, предположение. Итак, друзья, пришло время прощаться. Для того, чтобы вы знали, что происходит с недвижимостью, вам необходимо что сделать? Правильно подписаться на мой канал. Вы также можете лайки, дизлайки ставить. Вы также должны помнить, что я ваш скромный слуга и компания Олимп
Консалтинг. Готовим для вас ежемесячные обзоры рынка недвижимости, которые, я надеюсь, станут для вас компасом или же картой в каменных джунглях рынка недвижимости острова Кипр. Друзья, до встречи в следующих моих видеороликах.